Садовое освещение своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вечер за городом – это особое время. Уставшие от праведных трудов дачники с удовольствием откладывают все садово-огородные недоделки на завтра и устраиваются поудобнее, чтобы насладиться вожделенной прохладой и неспешной беседой с соседями или роднёй. Полноте ощущений поспособствует правильное освещение сада. Наличие подсветки позволит не только посидеть за чашечкой чая на террасе. Свет подарит возможность отправиться побродить по садовым аллейкам, полной грудью вдыхая по-особому ароматные вечерние запахи, источаемые цветами, что в темноте делать небезопасно. Но садовое освещение – это не просто подвешенная к груше на проводе лампа, а целый проект, который нужно суметь создать и реализовать. О том, как это сделать своими руками, мы и поговорим ниже. Функциональное освещение садового участка. Основная идея создания функционального освещения на участке – сделать безопасным передвижение по его территории в темный период суток. А для этого потребуется прежде всего решить вопрос с качественным освещением садовых дорожек. Это значит, выделять придется не только центральную аллею, проход от калитки к крыльцу, а и более мелкие тропинки, ведущие в зоны, куда хозяевам может потребоваться доступ и в вечернее время. Вот только делать садовое освещение на каждом конкретно взятом участке придется по-разному. Входную группу, например, принято оформлять высокими фонарями столбовой конструкции, которые сегодня можно найти в самой разнообразной стилистике, от хай-тека до винтажа. Функциональный свет должен буквально заливать всю округу, но при этом не доставлять неудобств. Поэтому специалисты рекомендуют тем, кто решил поработать над садовым освещением своими руками, брать для дизайна придомового ландшафта фонарные столбы высотой от 2 метров. Более низкие конструкции высотой 1,5–2 метра не совсем удобные, так как их лампы будут светить людям прямо в глаза, а ослепленный человек еще хуже ориентируется на местности, чем в темноте. Какая уж тут безопасность. Освещению на садовом участке подлежат любые препятствия, имеющиеся в его ландшафте. Подъемы, впадины, лесенки, водоемы. Свет на лестницах должен фокусироваться на каждой ступеньке. Добиться такого эффекта помогут светильники точечного типа, а также конструкции в виде столбцов или трубочек. При удачном их расположении объект будет не просто хорошо освещен, а превратится в волшебный путь, уводящий в сказочную даль. По такой лестнице будет хотеться идти. Какие лампы использовать в садовой подсветке? Из современных вариантов, пожалуй, самое правильное освещение саду обеспечат светодиодные лампы. Обычно в фонари садового освещения ставят лампы накаливания повышенной мощности, но поскольку они требуют частой замены, многие дачники предпочитают им галогенные или газоразрядные аналоги. Такие изделия имеют более интенсивное светоизлучение при минимальных энергетических затратах. Однако и эти современные решения не без недостатков. Так что если садовое освещение делается своими руками, их нужно знать и учитывать. Газоразрядные типы ламп не применяются там, где потребуется частое включение-выключение фонарей и в конструкциях с датчиками движения. Во-первых, им нужно время на разгон, то есть зажигаются они не сразу, а постепенно набирая мощность. Во-вторых, они не готовы к перепадам напряжения. Галогенки слишком сильно раскаляются, поэтому их нельзя устанавливать близко от насаждений, если вы не хотите, чтобы листья деревьев получили ожоги или растения совсем погибли. Из современных вариантов, пожалуй, самое правильное освещение саду обеспечат светодиодные лампы. Они хоть и более дорогостоящие, однако и по своим возможностям заметно продуктивнее. Хотя выбор, конечно, за вами. Декоративное садовое освещение. Если функциональная подсветка отвечает в основном за безопасность перемещения, то декоративное освещение на садовом участке создает на нем особую атмосферу. Оно никогда не бывает ярким. Это игра бликов, теней, тонов. Таким способом выделяются оригинальные виды деревьев, интересные ландшафтные решения, садовые скульптуры. Сопровождающее освещение обеспечивают балларды, светодиоды, фонарики с солнечными батареями, оптические волокна, люминесцентная краска, свечи. Светильники, подпитывающиеся солнечной энергией, привлекают своей автономностью и независимостью. Они не требуют включения и выключения.
Устройства настолько умны, что делают это сами с наступлением сумерек и рассвета соответственно. Свечение их мягко, приятно глазу. Образуемые световые круги обычно имеют небольшой диаметр. Отсутствие привязки к проводам позволяет свободно перемещать приборы по садовой территории. Балларды представляют собой столбцы высотой до 1,5 метров. Место расположения осветительного элемента – верхняя зона. Балларды – источники рассеянных лучей, поэтому их снабжают маломощными люминесцентными лампочками. Очень часто в освещении садового участка можно видеть индиректы. Они снабжены отражателями, которые концентрируют и перенаправляют световое излучение вниз. На растения попадают уже отраженные от земли блики, деревья получаются подсвеченными снизу. Польза от таких светильников велика. Их свет не раздражает, так как не бьет по глазам, и нет эффекта искажения пространства. Это поистине правильное освещение сада. Оптоволокно сегодня тоже рассматривается как весьма перспективное направление уличного освещения. Оно не зациклено на электрической запитке, не раскаляется, что позволяет добавить подсветку в любой уголок сада. С его помощью создаются картины в траве, декорируются альпинарии, кроны деревьев, выделяются контуры беседок, пергол и тому подобное. Люминесцентные краски – это вообще самый простой способ сделать садовое освещение своими руками. Тут и дело-то на 5 минут. Достаточно найти интересные формы предметы и выкрасить их приглянувшимися по цвету составами. Свет от импровизированных светильников хоть и не будет ярок, зато выглядеть такая подсветка будет очень оригинально, да и работать она будет совершенно бесплатно. Невероятно хороши в садовом освещении и свечи. Открытое пламя обязательно прячут в самодельные плафоны. Таким образом минимизируется риск возникновения пожара, затухания свечи и повышается эстетическое восприятие окружающего пространства. Садовая атмосфера сразу наполняется романтичными нотками. Правильное освещение сада. Оптимизируем светопоток. Разноцветные лампы незаменимы в освещении зимнего садового участка, когда природа перестает баловать обилием оттенков и буйством зелени. Для того, чтобы вечерний сад предстал во всей красе, мало правильно выбрать тип светильника. На этот аспект основное влияние будет оказывать сила, цветовой спектр и угол направленности его светопотока. Неадекватная подборка осветительных элементов даже самые шикарные растения превратит в безжизненные и тусклые тени. Так действуют, например, ртутные лампы. Их бледно-голубое свечение великолепно имитирует лунное сияние. Однако растения в нем выглядят мертвыми, поэтому их зачастую используют лишь для освещения садовых дорожек. Цветные лампы, казалось бы, должны разнообразить палитру. Однако в их лучах хороша будет только серебристо-белая листва. Раскрашенные осенью листья потеряют сочность красок. От них останется лишь блеклый оттенок. Вот где незаменимы разноцветные лампы, так это в освещении зимнего садового участка, когда природа перестает баловать обилием оттенков и буйством зелени. Находят применение такие элементы в организации фасадной подсветки и декоре водоемов. Организуя садовое освещение своими руками, не забывайте, что цветам больше нравятся лампы чисто белого или желтоватого спектра. Таким свечением отличаются галогенки, люминесцентные лампы. Торшеры или прожекторы с ними ставят в центр клумб, альпинариев, ракариев. Кустам по нраву подсветка изнутри. Пышным деревьям с раскидистой кроной надо обустроить нижнеярусную подачу света. В один большой светильник можно превратить и уличный бассейн, если снабдить его подводной подсветкой. Как организовать адекватное освещение садовых дорожек? Занимаясь вопросом подсветки дорожек при создании проекта садового освещения, важно учитывать сезонность эксплуатационной нагрузки. Если участок предназначен для круглогодичного проживания, то оборудование для освещения транзитных зон нужно приобретать всесезонное, готовое бесперебойно работать в любых метеоусловиях без нужды в специфическом уходе. Освещение дорожек садового участка должно быть сбалансированным и не вызывать дискомфорт. Слепящий свет на них неуместен. Он будет мешать любоваться роскошно оформленным окружающим ландшафтом. В ночном саду человек будет чувствовать себя увереннее, если получит возможность идти в направлении из темноты в свет. Чтобы создать визуальную основу и конкретизировать границы тропинки, проще всего оформить ее с обеих сторон однотипными осветительными приборами.
Подбор вида светильников. Выбирать источник света для освещения садового участка надо с оглядкой на требуемую от него мощность, предпочтительную гамму цветового режима и в соответствии с особенностями среды, в которой ему предстоит работать. Лампы накаливания отличаются небольшой, в 15 люменов светоотдачей и могут прослужить не более 1000 часов. Галогенные лампы в плане службы более выносливы и могут проработать практически при том же уровне светоотдачи вдвое дольше, чем предшественницы. Металлогалогенные элементы имеют светоотдачу уже на уровне в 100 люменов и радуют своим свечением при этом целых 12 тысяч часов. Металлогалогенки излучают близкий к естественному светопоток, но имеют тенденцию сильно накаляться, что делает невозможным их использование вблизи посадок. Люминесцентные лампы боятся влаги, поэтому могут работать только в условиях влагозащитного корпуса. В нашем климате садовое освещение ими возможно только в летний период, так как уже при температуре в плюс 5 они зачастую не включаются. Что уж говорить о работе в морозы. Данный тип ламп излучает свет, близкий к лунному. У них неплохая светоотдача и длительность срока службы – 80 люменов на ватт и 15 тысяч часов соответственно. Светодиоды. Цвет световой волны, испускаемой ими, обуславливается типом кристалла. При хорошей светоотдаче, показатель которой на уровне 160 люменов на ватт, и сроке службы свыше 30 лет, они вполне закономерно стали лидерами в деле освещения садовых участков. Натриевые лампы – рекордсмены по светоотдаче. Для них характерно яркое оранжево-желтое свечение, изливающееся с мощностью до свыше 150 люменов на ватт. Радуют они и длительностью эксплуатационного периода, рассчитанного на 28 тысяч часов. Если смотреть по виду создаваемого освещения, то здесь также есть своя классификация. Торшероподобные светильники и фонари в садовом освещении – прерогатива основной дорожки и площадок перед домом. Помните, что их высота должна быть больше человеческого роста, чтобы не нарушалось восприятие пространства в целом. В маркировке применяют светящиеся столбики и балларды. Их задача не столько в правильном освещении сада, сколько в обозначении транзитных зон. Обычно они устанавливаются на дорожках второстепенной важности. Обустраивая садовое освещение своими руками, присмотритесь к такому новомодному веянию, как светящиеся камни. Элементы светодиодной плитки становятся составляющей мощеных тропинок, сделанных из брусчатки или тротуарной плитки. Они добавляются в определенном порядке, обычно шахматном, но можно попробовать поэкспериментировать и поискать собственное решение вопроса. Светильники с автономными солнечными батареями – это не просто приятный свет, это всегда великолепный декор участка, причем не только в ночное время. Автоматическое включение и возможность перемещения по территории пришлись по душе многим дачникам. Поэтому подобные приборы в садах не диковинка. Сделать правильное освещение сада своими руками поможет следующий совет. На последнем этапе ландшафтного дизайна оно может разрабатываться только в случае использования светильников, не зависящих от подключения к электросети. В остальных случаях этим вопросом надо заниматься в самом начале. Прокладка проводки потребует проведения определенного перечня работ, в числе которых будет и рытье канав. И последнее. Внешний облик светильников, привлеченных к освещению садового участка, должен соответствовать стилистическому решению оформления окружающего ландшафта. Старайтесь не перегружать пространство обилием декоративных элементов и световых бликов. Продумывайте, когда лучше предпочесть лаконичные или скрытые осветительные элементы, а когда можно и дать фантазии волю. Безусловно, рассмотренные аспекты организации садового освещения – это лишь малая толика трудоемкого процесса, и вам еще придется пересмотреть горы снимков и перелопатить кучу информации в поисках удовлетворяющих вас вариантов. Но тратить время на это стоит, ведь интересные световые эффекты сделают ваш сад неповторимым. Автор статьи Михаил Бонд. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.